вас приветствую. Наконец-то я в конце дня смогла сесть на лавочку и поотдыхать. Устала ужас. Работаю целый день. Так, хочу, чтобы вы на эту орхидеечку полюбовались. Ой, это называется Fancy Wrinkles. Такие замечательные веснушки. Она мне сегодня преподнесла сюрприз. Вот это вот нашла свои записи, как давно она цветет. Оказывается, она начала свое цветение, и цветонос, первый цветонос, не этот, а тот, который был раньше, у нее было два, теперь вот это один остался, это второй. Первый цветонос появился в апреле прошлого года. Обычно 3 месяца хватает, а я что-то не записала, когда появился первый цветок. Это значит май, июнь, июль. Вот она цветет где-то с июля прошлого года, 23-го. Сейчас уже март начался, 24-го. И у меня написано, что у нее был один цветонос, а потом она дала второй цветонос. Практически быстро. И она так цвела мне 2 цветоносами. Потом один отцвел, теперь остался один, это тоже уже цветочки отцветают. Я сегодня поливаю. Сейчас смотрю, ой, а что это там такое? А у нее тут корешки, знаете, орхидея же там не внизу растит корешки, она их растет и там, между листьями растет. Я смотрю, ой, а что это такое? Цветоносик, новенький цветоносик. С одной стороны, с другой от этого цветоноса. И еще что-то такое там между листиками. Как бы не второй цветоносик. Поэтому такая хорошая орхидея. Если кому попадется, покупайте. Цветет без перерыва и долго. И красивая. Она мне нравится. Такой нежный кремовый цвет. Она когда распускает первые цветочки, они такие у нее. Получаются такие более желтые, а потом такие становятся нежные кремовые. Очень красивая орхидея. Листьев тут видимо-невидимо у меня уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, вот 14 лист она растет. Ужас какой-то. А я сегодня устала, как я уже сказала. Ой, сейчас я хочу вам задать один вопрос. Ой, такой смешной вопрос, но мне он очень интересный. Так сказать, провести небольшой опрос. Вы даже не представляете себе, что я хочу у вас спросить. Ну, я написала в заголовок вопрос про ноги. Но оно не совсем про ноги, а про пальцы ног. Вы знаете, где-то уже, наверное, в прошлом году это точно было. Давненько. Что я заметила? Первый раз я обратила внимание в душе. Вот стою в душе, а пальцы на ногах, знаете, вот так вот как бы вцепились. Я так взяла их и расслабила. Ну, чтобы так, чтобы ровненько ступни стояли. Потом там мою голову туда-сюда, бас, опять вцепились. И в общем, с тех пор я стала замечать, хоть в обуви, хоть на улице, хоть дома. Вот хожу там, в кухне что-то делаю. Я даже сейчас вот сижу, а пальцы вот так вот вцепились. И вот я хочу спросить, я не замечала такого раньше, я вообще на это не обращала внимания. Первый раз я когда это в душе обратила внимание, я подумала, ну может быть там это, мозг, который имеется, думает, что это... А тут скользко, ну там не скользко в душе, там так сделано специально не скользко. Ну, знаете, мыльная вода падает, вода с головы, когда ты моешь, да, после шампуня, там все-таки немножечко может быть скользко. Ну вот может быть мозг подумал и так это вцепился. А потом я обратила внимание, и по улице иду, в автобусе сижу. Единственное, когда не замечаю, это когда я на кровати там. Ну, я на кровати обычно в таком положении сижу. Там у меня сзади подушки, а тут у меня компьютер седает, я это там, так сказать, сижу, а ноги у меня вот так вот.
Поэтому я не замечала. Поэтому вот я хочу вас спросить. Замечали ли вы такое за собой? Или это уже старческое такое что-то, что в старости ноги так цепляются? Совершенно не помню, чтобы у меня так в молодости было. Я, значит, когда это заметила, я стала обращать внимание на фотографии, знаете, ну, знаменитостей всяких, когда их фотографируют, у них там же ручки в маникюре, ножки в маникюре. Так сказать, по ходу я никогда не понимаю, почему платья у них там ну, какие-то там разного цвета, а маникюр на руках и ногах почему-то делает какого-то там ядрено-красного такого. Я этого не понимаю, почему у них как-то маникюр не сочетается. Иногда даже бывает с помадой не сочетается. Ну, это такое дело. Смешение, это называется смешение стилей. Там, когда, например, на кружевную, ой, извините, на джинсовую юбку или там джинсовую куртку цепляют кружева и всякие там эти блестки. Это называется смешение стилей. Так вот, я всегда обращаю внимание на фотографии. Ну, как бы у них вроде так, пальцы на ногах расслаблены. Ну, это, думаю, может быть, они стоят и всякое. Это напишите в комментариях. А еще что интересно. Теперь вы будете все время смотреть и замечать это, свои пальцы. Потому что я, ну, так, забываю. Забыла, что-то делать. Я же не думаю все время про свои пальцы. Ну, забыла, не думая про них. А потом в какой-то момент так брык, то ли взгляд упадет, то ли еще что-нибудь, то ли подумаю об этом. А они бац и такие крепенько держатся. Вопрос понятен, отвечайте. Вообще это, ну, смешно, знаете. А плюс, я же все время хожу босая. То есть, нет, когда холодно, зимой прохладный пол, я хожу в носках. Даже в таких вязаных, которые я вяжу там себе, то ли махеровые, то ли шерстяные, у меня там навязано их штук 5 новых. Вот. Поэтому в носках как-то я и не обращаю внимания. А вот когда босые, ну, то обращаю внимание. Ой, а что я сегодня устала? Я вообще вся в труде сегодня. Вчера, как я уже сказала, я ходила по своим медицинским вопросам. Сейчас я скажу по каким. Значит, ну, поскольку уж я, как вы помните, была у глазного врача, и она сказала, что вот это у меня там с глазами, это все проблема, это как бы как аллергия на лекарства. Вот я решила вчера, а у меня встреча с врачом по поводу того, что я стала принимать больше дозу лекарства от давления. У меня была на следующей неделе, в четверг, appointment с врачом, то есть встреча с врачом. Ну, я ж такая, знаете, простая, подумала, ты что ж я буду ждать до четверга, а тут у меня это аллергия. А тут еще, знаете, пришел комментарий, одна зрительница написала мне, там, знаете, умаривая тебя комментариями. Написала, если, значит, будет проходить накопление какого-то лекарства в организме, может быть анафилактический шок. Страшно, страшно делается, а вдруг? С другой стороны, я уже это лекарство принимаю где-то там, наверное, с конца октября, где-то так. Ага. А еще я начала читать там, пошла погуглила и посмотрела. Вот то лекарство, которое я принимала раньше, я уже, наверное, говорила, я не помню, это выпускал Pfizer, но нашли там что-то такое, говорила, ядовитое, его отозвали по всему миру, вместо него вот это я другое принимаю. А это другое, я ж пошла и почитала на него побочные эффекты. Товарищи, охренеть. Там и все то, что у меня было в течение этих 4 месяцев. И боли в спине, и вот это с глазами, и кашель, и потеря вкуса этого, потому что я замечаю за собой такое. И там, знаете, вот так вот, я сфотографировала на телефон, там, наверное, штук 15 разных побочных эффектов. Ну, я, знаете, такая простая, звоню туда, это, так сказать, туда куда я там переписалась теперь ходить, у нас приписываешься, ты не просто так ходишь. Ну и там какая-то это со мной поговорила медсестра и говорит, да, приходи, типа врач тебя примет. Мне там 5 минут надо было спросить. Вопрос, вот у меня как бы аллергия, то есть я могу подождать до четверга, но может ли это в организме накапливаться, я вот хочу это, так сказать, проверить.
Ну, пришла, врач, конечно, принимает людей по записи, там только по записи. Медсестра тут со мной поговорила, знаете, такая китайская тетка, она и по-английски-то не очень хорошо говорит. Я ей говорю, что у меня аллергия как бы на это лекарство. Так сказала моя врач глазной. А она смотрит на меня и говорит, аллергия, слушайте, медсестра, аллергия, это, говорит, когда красные точки по телу. Это аллергия. Все остальное это не аллергия. Я говорю, я с врачом хочу поговорить. Ну, сиди, жди, посиди, между там, где-то, может, между людьми. Я просидела 1,5 часа там. И она все время выходит, врач, как бы ноль внимания, вызывает. Я тогда говорю этой медсестре там и на ресепшенистке, я говорю, так а сколько ж мне ждать? Я вот уже 1,5 часа просидела. Врач меня сможет со мной побеседовать, там 10 минут мне надо времени. Ну да, так я говорю, а когда? А тут сидит дяденька, ожидает. А я говорю, так а когда? Вот сейчас выйдет человек, она примет этого джентльмена, а потом будет со мной? Ну да. Так я говорю, а придут следующие, которых там по времени? И я говорю, так а сколько мне сидеть, до вечера или как? Ну вот это вот, ну в общем, короче, я плюнула и сказала, пошла. До свидания, распрощалась и ушла. Сама подумала, пойду найду другого врача. А здесь, куда я пришла, тут всего $10 оплата. Я когда шла, я даже не знала. Она была раньше такая, лет, наверное, 10-12 назад была такая и осталась. Это очень дешево. Сейчас в основном цена, которую субсидирует государство к врачу, вот для таких, как я, 19,50. Вот так, как я здесь платила. Я сажусь на автобус и еду наверх к себе туда. Я там видела еще, где принимают. Пошла туда, значит, прихожу туда, спрашиваю, у вас по записи только, да, по записи. Так, сразу же не понравилось. Дальше спрашиваю, сколько стоит за прием? А мне говорят, ну, а если это, а это же был разговор вчера, если завтра, то 120, если в понедельник, то 115. Я сказала, хорошо, я буду думать. И пошла туда. А люди сидят на прием. Ну, это, знаете, сидят в основном, я скажу кто. Это сидят в основном те, которые не граждане и у кого нет резидентства. Есть такие. Им все равно, им везде платить дорого. Вот так вот. Ну, в общем, плюнула. Пришла домой, позвонила дочери, переговорили, что делать. Ну, думаю, поищу кого-то другого на Квин-стрит. Почему? В принципе, я могу подождать до того. Не хочу туда идти. Вот мне не понравилось. Аппоинтмент нужно ждать, а знаете, раз там дешево, туда всегда все занято. Аппоинтмента нужно ждать как минимум 2, а то и 3 недели, ты должен записываться заранее. А я так не хочу. Я хочу все-таки хотя бы через пару дней. Ну, я, значит, погуглила, нашла GP, это генерально практикующий врач. Нашла тут на Квин-стрит, надо спуститься вниз, как раз возле магазина H&M, напротив. Позвонила туда, спросила, а еще с дочкой разговаривала, она сказала, первая будет это где-то $60. Консультация, я говорю, да не, у них написано $100 первая. Потом тебя ставят на довольствие, и следующая каждая консультация, когда я буду ходить туда, встреча, я желаю раз в 3 месяца вообще ходить, как я ходила. То есть, когда не возникает каких-то вот таких проблем с лекарствами. И они тебя поставят там, государство пришлет им дотацию на тебя, и ты будешь платить 19,50. Ну, а первый визит у них стоит столько. Ну, в общем, я позвонила туда, спросила, когда, мне сказали, во вторник. Пожалуйста. А сюда, куда я записывалась, так я первого ждала чуть ли не 2 месяца. То не пришло, то надо было пойти записаться там, то надо было пойти там, пока это на тебя придет, там это все. Потом надо было ждать этого 2 недели, там этого аппоинтмента. Ну, в общем, я сюда, в эту больницу, так сказать, оформлялась еще до Рождества. То они на Рождество там что-то не работали. Ну, в общем, короче, не понравилось мне все это дело. Вот, и я во вторник теперь пойду сюда. Пойду поговорю насчет этого лекарства. Ну, я тоже пришла. Пришла там, давай мерять давление, как померила, там, можно в обморок упасть. Потом вечером померила, там намерила 100, по-моему, 70 на 80. Это уже упало. Ага, ну так, уже легче, уже я не вмираю.
Думаю, сегодня. А я еще вчера выпила одну только таблетку утром. Думаю, так правда. Вдруг там у меня накапливается в организме. А потом, думаю, это не. Померила, когда там ужасно высокое было давление днем. Я вторую таблетку выпила этого. К вечеру стало лучше. А сегодня что-то хожу такая какая-то. Вот знаете, очень тяжело определиться давление. Если люди чувствуют, я как-то его, ну, не знаю, сложно определить-то. Хожу, тут с утра цветы поливаю, там завтрак какой-никакой надо готовить. Думаю, сейчас померяю. Ну, будет 250, так будет. Не, ну шучу, конечно. Не 250. Меряю. 140 на 80. Потом там по инструкции надо через минуту мерять второй раз. Меряю второй раз. 140 на 75. Знаете, у меня вот лекарства, как вам сказать, у меня вообще давление с лекарствами, оно так. Лекарства сами по себе, давление само по себе. Оно вот так вот, туда-сюда прыгает у меня все время. Независимо от того, что я принимаю лекарства. Я их принимаю с 30 лет, постоянно. А последние 25 лет это ежедневно. Ежедневно. Как приписано, так и есть. Поэтому, как я говорю, когда я прихожу, там меня спрашивают, ну как, там врач, ну как вы себя чувствуете? Я всегда говорю, I'm still alive. То есть я еще все живая, так это переводится. I'm still alive. Alive это живой. Значит, still это все еще. Вот так вот. Поэтому I'm still alive. Ой, и поэтому, что я сегодня делала? Ну, если вы обратите внимание, я сегодня покрасилась. Помните, я ж купила лекарство? Фу, лекарство. А как бы не лекарство, а как бы краску купила. Поэтому я покрасилась сегодня. Это такая классная краска, она вот такая и так красивая получается. Потом, если седина отрастает, она как-то с этой краской сливается. А еще эта краска, она смывается постепенно. И как-то получается так интересно, вот оно не так, что, знаете, если у людей покрашенное, прямо так седина, это в глаза потом отросла и бросается. А на этой краске нет. В общем, она мне нравится такая, классная. Всего 3,50. Нет, не 3,50, 3,90 было. Класс. Я ж 3 коробочки купила. Ну, вы видели. Одно. Стирала. Потому что, думаю, такие хорошие солнечные дни. Стирала постельное белье. Я меняла постель, наверное, дня 3 назад. Все это там в машинку запихала. Еще осталась еще одна порция. Одна такая большая просто. Стирала. Поэтому что как? Постирала. Надо вывесить, посушить. Перевернуть, чтобы посохло со всех сторон. Хорошо, там быстро. Полотенце, белье. Ой, товарищи, только сяду, чтобы что-то посмотреть. Там какое-нибудь там политическое, так сказать, событие, новости послушать. Брык, надо то белье снимать, то цветы сливать, то еще что-то. В общем, ужас какой-то. Ужас. Ужас какой-то. Устала, как собака. Еще поставила эти ребра, которые вчера купила. Но это я уже их поставила где-то часа в 2, наверное, вариться. 2. Нет, в 3, наверное. Они закипели у меня в 3 часа. А я пошла голову смывать. Ужас какой-то. Товарищи, чем заниматься пенсионеру? Нет, чтобы сесть, посидеть спокойно. Вот на лавочке с вами. Вот это я только вечером умастилась. Дальше, что я еще делала? Я ж, вы помните, вчера накупила вот этой всякой саламати. Конфетки сделать. А то они у меня кончились. Не с чем чая попить. А у меня такой чай классный. Я же чай вчера купила, помните? Смотрите, какой. Знаете, какая чашечка. Из такой чашечки чай попить, это вообще одно удовольствие. Это я заварила вот тот, который я вчера купила. Ромашковый с ванилью. Что-то мне кажется, когда его только начали выпускать, он был такой. А с другой стороны, я думаю, у меня, может, от этих таблеток, знаете, нюх ослабел. Мне так кажется. Вот аппетит точно стал хуже. Поэтому накрутила конфеток. Значит, что я сюда прокрутила? Сейчас скажу. Обваливала в какао, потому что больше ничего не было. Не было ни кунжутных семян у меня. Закончились.
Кокосовые эти там стружки сюда пошли, внутрь. А что еще у меня? Миндальная мука была в прошлый раз, я в ней обваливала. Тоже пошла сюда внутрь. А потом кинулась, а в чем же мне их пообваливать? А то, что они посклеиваются. Ну, нашла какао себя. Значит, скрутила я сюда финики. Я замачивала в воде, с утра замочила. Они тогда, по крайней мере, измельчаются неплохо. И, знаете, становятся такие более-менее влажные, не сухие. Ничего не надо наливать туда, чтобы их склеивать. Значит, финики перекрутила, чернослив, клюква сушеная. Ну, она здесь какая-то такая, я бы сказала, она сладкая. Они ее сахаром обрабатывают. Вот и хорошо. В воде отмочилась, меньше сахара получится. Потом скрутила сюда арахис, вот тот, который я купила, не соленый арахис, жареный, да. И покрутила я, у меня есть нежаренные семечки. Обыкновенные семечки, не жареные, чищенные, конечно. Я тоже их сюда покрутила. Не захотела жарить, думаю, я вот их сырыми, пускай будут такие. И вот это, а еще и кокосовые стружки сюда всыпала, налила ванили. Слушай, перемешала все это саламать. Получилось у меня 2 таких огромных порции. Это я из одной там взяла только, ну я не знаю какую, наверное, 1/4 часть, остальное поставила, что оно там в холодильнике. Из холодильника удобнее делать эти конфетки. Слушайте, я ж даже его не пробовала. Вот это вот я закончила с этим. И думаю, ну посижу с вами на лавочке, чайку выпью. Сейчас попробую, какая получилась конфетка. Конечно, какао, оно не сладкое. Но оно может пока постоит, так сказать, пропитается этим. Ну, знаете уже, что есть в том это, надо купить. В чем? Что купить, я даже не знаю. Что лучше? Я, наверное, куплю, может, кокосовую какую-то муку. В чем обваливать? Напишите, в чем лучше обваливать. Вот знаете, а в кокосовой стружке не очень, там потом жевать ее так долго. В сезамных тоже ничего. Сезамных. Может, орехи размалывать? Ну, такие, арахис. Размалывать прямо на муку. Тоже хорошая идея. Ой, классно. Знаете, сейчас вам скажу. За счет какао такой вкус трюфельный. Угу. Как интересно. За ваше здоровье. Ой, ой, как хорошо. Может, вы утром будете смотреть, будете завтракать. Семечки пошли хорошо. Может быть, жареные было бы даже лучше. Но вы знаете, здесь же как бы такого особого вкуса какого-то тебе не надо. Вот чернослив мне очень нравится. Он дает такой немножечко кисленький вкус. И вот думаю, может, сюда надо добавлять кислоты. У меня там есть такая в жидком виде лимонная кислота и лаймовая. Может, можно чуть-чуть капнуть, пару капель. Ну, поскольку чернослив имеет такую немножко кислоту, то так приятненько. Классно. Вкусно там, товарищи. И полезно. Знаете, такое ощущение шоколадной конфеты. Как будто я ем такую шоколадную конфету с начинкой. Угу. Вкус такой во рту получается. Ой, ой, как вкусно. Класс. Вы знаете, иногда мне приходят в комментариях, даже, по-моему, недавно, сегодня. Люди пишут, можно обвалять в растопленном шоколаде. Да можно, конечно. Но у меня не цель поесть шоколада. Я вообще его не хочу. Я его не любитель, честно говоря. Я вот пыталась его есть, как там рекомендую черный шоколад, там ешьте постоянно, там по кусочку. Ну, поела. Надоело, не хочу. Не любитель шоколада.
М. А это классно. Классно так получается. Мне нравится. Товарищи, очень даже неплохо за счет какао. А знаете, я придумала. Можно обваливать не в какао. А здесь же продается вот это вот какао, как бы вам это сказать, вот это готовое уже, как бы растворимое, что ли. Ну вот что ты там, оно уже с сахаром перемешанное в баночках. А еще здесь, знаете, продается такое, добавлять молоко можно. А такой порошочек в баночках, я забыла, как он называется. По-моему, этот Несквик порошок тоже. Банановый вкус и клубничный вкус, чтобы делать детям. Молоко клубничное и банановое. Здесь его можно купить готовое в супермаркете. В 2-литровых этих банках. Да и в маленьких можно купить банановое, клубничное. Но оно очень сладкое такое, это молоко. Ну, это на любителя. Шоколадное есть там, и кофейное есть такое. Вот. А можно купить этот порошочек. Ой, какая хорошая идея, клубничный. Классно будет обваливать конфетки. Так. Надо где-то записать, чтоб не забыть такую идею. И в этом обваливать конфетки. И будут конфетки разного цвета. Вот так вот. И шоколадные будут. И с банановым вкусом будут, и с клубничным. Какая мудрая. Ужас какой-то. Ой, какой чай классный. Ой, как классно. Попить такого чайку. Ой, с таким цветочком. Такая, смотрите, и тарелочка какая красивая, да? Правда. Из такой чашечки и чай. Какой-то получается такого божественного вкуса получается, да? Вот такая, смотрите, класс. Чашечка. У меня их несколько, таких красивых и разных. Ой, товарищи, посидела с вами. Сейчас пойду. Ой, а пахнет так классно, шоколадными конфетами. Это такое хорошее какао у меня, органик. Такое, знаете, хорошего качества. Я его не пью. Это я его покупала, когда я пыталась там попробовать кето. Они же там выпекают все. Кето, едят мясо, а им хочется выпечки. Вот они выпекают и используют какао вместо муки туда. Так оно у меня осталось, и никуда я его не использую. В общем, посидели с вами на лавочке. Вы немножко отдохнули. Мои дорогие украиночки, я думаю, вы немножечко, знаете, так, мыслями унеслись от обстрела. Я знаю. Сейчас включу новости послушать, а там ракеты летят, объявляют тревогу по всей Украине. Кошмар какой-то. Ну, я надеюсь, що ми все-таки з вами стали ще на один день ближче до перемоги. Вона буде. Не буде ж так завжди. Щоб завжди летіли ракети на Україну вбивати людей. Так не буде. Ми йдемо до перемоги. Вона важка, вона далека. Тим більше ми будемо цінувати нашу перемогу. І тим довше ми будемо пам'ятати її. Я пишаюся вами. Я так пишаюсь вами, мої дорогі українці. Не кожен рік може видержати таке. І не кожному народові таке доведеться пережити у своєму житті. Але українці – це наша горда нація, наша славна Україна. Ми завжди з тобою, Україна. Хоч і живемо далеко, але ми залишаємося українцями. І тому кожен бореться за Україну на своєму фронті. Я на фронті підтримки. Ой, якби я була в Україні, я б вже пішла в ТЦК і сказала, чи не можу я тут якісь щось з бумажки, щось із ними робити, щоб вам допомагати. Або ті сітки робити. Ну, щось би робила. На фронт би, мабуть, не взяли. Хоча військова зобов'язана. Ага. А так пішла.
Йдемо до перемоги, мої дорогі українці. Слава вам! Слава нашій рідній Україні! Героям нашим слава! І смерть ворогам! Смерть усім нашим ворогам! Слава Україні!